Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на июль 2023 года. Будем смотреть и анализировать, к чему вам готовиться, какие события вас ожидают и какие перемены войдут в вашу жизнь. Если вы вдруг упустили прогноз на июнь 2023 года для вашего знака, сможете его найти по закрепленной мною ссылке под этим видео. Ну а мы с вами приступаем. Нам сегодня помогают Таро внутренней ведьмы, а также колдовские Ленорман. Поэтому начнем. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится десятка чаш. Карта радости, карта праздника, карта наполнения. Для кого-то это утрясти семейные неурядицы, семейные конфликты. Это пребывание на семейных праздниках, торжествах. Для кого-то это единение, обретение второй половины или создание семьи, получение предложения руки и сердца. Или вы можете сделать кому-то это предложение. В целом это карта наполненности, карта событийного плана радоваться вместе с другими, радоваться с коллективом. То есть если, допустим, в аспекте работы, то это радоваться достижениям команды, какому-то успеху. Это могут быть коллективные мероприятия, коллективный отдых. Но здесь наполнение, радость и гармония. Мы сейчас проанализируем, какой именно сферы жизни будет касаться этот аркан. И поскольку у нас здесь ложится учитель Земли, или, другими словами, королева Пентаклей, все-таки здесь речь идет и о семейных, и о материальных вещах. Потому что в первую очередь это обретение официального статуса, то есть быть супругой, праздновать семейные торжества. Видите, отшельник здесь не вопрос одиночества, а осознанно к этому прийти, пролить свет на эту ситуацию. И с точки зрения материального здесь может быть укрепление вашего финансового плана за счет помощи и поддержки ваших близких, вашей семьи или женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Если смотреть вопросы работы, карьеры и бизнеса, у вас здесь ложится аркан Дурак. Новый этап, начало нового пути, новые возможности. Для каждого они будут по-разному, но то, что вы здесь будете цвести и пахнуть, и раскрывать свой потенциал, это однозначно. Проанализируем данный аркан для тех, кто у нас сейчас не может работать. То есть пенсионеры, студенты, домохозяйки, мамы в декрете. То есть люди, которые могут позволить себе только подработку. Так вот, Дурак и Тройка жезлов, это, знаете, вас толкают на новые свершения, новые возможности, мотивация. Появится какое-то дело, какое-то увлечение для души, которое вас действительно так увлечет. И вы будете стремиться познать здесь как можно больше и развиваться в этом ключе. Почему? Потому что ученик Земли или рыцарь Пентакли у нас говорит о ситуации, что вам это дает стабильность, возможность финансовой подработки или какой-то пассивный источник дохода. Для тех, кто у нас является соискателем, то Дурак и пятерка Земли говорят о ситуации, что вы здесь не будете искать работу по найму. Возможно, придет осознание, что нужно идти своим путем и работать на самих себя. Потому что трудоустройства здесь нет, а вот Дурак и Колесница, быть фрилансером или быть инфлюенсером, работать на самих себя, работать по тому графику, который вам удобен, здесь это более чем перспективно. Если смотреть ситуативно для тех, кто у нас является наемным работником, то Дурак и четверка чаш говорят о ситуации пресыщения. Хочется новой энергии, новой возможности. Или, как говорил Новосельцев, засиделся я на этом месте. Так вот, у вас может быть здесь такой посыл: я хочу перейти на какое-то новое место работы. Или я хочу новую вакансию. То есть здесь стремление к переменам и обретению зоны комфорта. Плюс увеличению вашего социального статуса, стремлению зарабатывать больше. Поэтому действительно некоторые из вас могут принять решение уйти в новое. То есть вообще новое предприятие. Кто-то, понимая, что опускаются руки, может идти и напрямую говорить с руководством о перспективе новой вакансии. Это не обязательно может быть повышение. Это может быть ситуация, когда вас с одного отдела перевели в другой. Ну, допустим, вы компетентны в другой отрасли, или вы имеете два высших образования, утрированно, допустим, юридическое, да, там и экономическое. И вы можете перейти из экономического отдела в юридический, пытаться там раскрыться. Но это как один из вариантов, потому что здесь у вас как лавировать по ситуации.
Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, то здесь десятка жезлов – это может быть выгорание. Допустим, или текущий бизнес вас не устраивает, все, вы перегорели, или вы понимаете, что он уже не рентабелен, поэтому и будет стремление идти в новое. Или, знаете, здесь такое желание, нужна молодая кровь. То есть, возможно, те люди, которые будут вкладываться и его развивать, новые кадры, новый персонал, новый зам, на которого вы можете переложить всю ответственность, снять груз со своих плечей, потому что здесь нужен человек, которому вы сможете спокойно, смело делегировать какие-то задачи и при этом не переживать о том, что ваш бизнес пойдет ко дну. То есть вы будете заниматься облегчением условий своей деятельности. Финансовая сторона вопроса. Здесь у вас ложится аркан жрица. Вообще по жрице, это, как говорю, у нас белая, черная бухгалтерия, да. Но с другой стороны, это не обязательно утаивание доходов, это просто идет речь о том, что вы можете складывать в кубышку, копить и, конечно же, об этом никому не рассказывать. Потому что по 8 пентаклей доход здесь будет, и будет возможность что-то отложить, так сказать, на сокрытый либо на черный день. Дай бог, чтобы он у вас никогда не наступил, но вы будете прикладывать максимум усилий для того, чтобы ощущать себя комфортно в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Помимо всего прочего, эти карты могут еще говорить здесь о том, что вы можете тратить деньги, ресурсы на пожилую женщину вашего рода, которая может нуждаться в вашей финансовой помощи. Вопросы здоровья. Двойка огня, она же двойка жезлов. 50-50. То плачем, то смеемся. Это, как правило, существенно для тех, кто у нас метеозависим. У кого то гипертония, то гипотония, скачки давления или в целом, знаете, перепады настроения из-за гормонального фона. Здесь нужно просто как бы уметь подготовиться к этим нюансам, если вы знаете, что вы метеозависимы, либо есть у вас какие-либо хронические заболевания, потому что действительно здесь могут быть перепады настроения, и ваша задача стабилизировать это. По четверке огня, она же четверка жезлов, это за счет физической нагрузки умеренного плана, за счет работы над мышечным корсетом. И в принципе четверка жезлов – это как стабилизировать себя. То есть это просыпаться в одно и то же время, ложиться в одно и то же время, стараться привязать приемы пищи к одному и тому же времени. То есть здесь как устаканить свой образ жизни. Вопросы личной жизни. У вас здесь ложится 8 чаш. Идет какое-то опустошение, дистанцирование. У кого-то, возможно, здесь переживание из-за того, что личная жизнь не клеится. Будем смотреть, что же там по факту. Для тех, кто у нас свободен. Здесь у нас ложится 7 огня. Это как бы вы устали бороться. Почему? Потому что вам могут родственники навязывать здесь постоянно каких-то кандидатов или кандидаток, но все не то и все не так. Или могут быть навязчивые поклонники, но по факту они вас не устраивают. И вот поэтому здесь вызывает эту ситуацию, у вас ситуация вызывает отчаяние. Почему так происходит? Что со всем этим делать? И 7 чаш говорит вам о том, что, возможно, вы ищете не в том ключе, не в том русле. Потому что ваш партнер или партнерша могут находиться дистанционно от вас. То есть другая страна, другой регион. То есть нужно либо искать по интернету, либо переезжать, да, и знакомиться, и обретать там вторую половину. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. У нас рыцарь огня. Страсть, ревность, накал страстей, которые могут перевести к эмоциональному выгоранию и опустошению. Поэтому по этим картам это когда пока что отойти от отношений, может быть ссора, конфликты, как следствие, знаете, как уйти в сторону. По принципу, пусть ваш партнер или партнерша подумает о том, кого потеряли. Потому что у вас даже дно колоды королева мечей или учитель воздуха. Это научить человека структурировать свои мысли, действия, поступки и отвечать за свои действия. Понимать, что все имеет закон причинно-следственных связей. Если смотреть по ситуации личную жизнь для тех, кто у нас в стабильных союзах. 8 жезлов – это часто, знаете, как партнер или партнерша отсутствует. То есть или в разъездах, командировке, работа, или вы вынуждены пока что территориально находиться на расстоянии друг от друга, или просто редко видитесь. То есть такой объем работы, что из серии человек приехал, там, не знаю, переночевал и уехал, или работает вахтовым методом. И вот вас может здесь эмоционально выбивать из колеи ситуация, что вы видитесь как-то наскоками, быстро, нахрапом. Нет постоянно стабильного общения. Совет и рекомендация по 3 чаш. Больше коммуникации с друзьями.
новые знакомства, настраиваться на позитив, заниматься любимым делом, присутствовать на каких-то мероприятиях, то есть не отказываться от них. Даже если вам иногда там лень, ой, не хочу, не буду, зачем оно мне надо, потом сами себе скажете спасибо, потому что будете довольны тем, как вы наполнитесь эмоционально. То есть это, знаете, как выходите в люди, общайтесь, коммуницируйте, будьте с кем-то в кооперации, потому что для вас это принесет удовольствие и успех. Смотрим для вас неожиданность периода. Что будет здесь? Так. Совы. Угу. Так. Угу. У нас какая здесь ситуация? Интересно, у вас падают карты. Здесь могут решаться вопросы рода. Почему? Потому что вот эти карты, карты энергии, а также карты родителей, карты плодовитости для кого-то на повестке дня могут стать вопросы фертильности, но для тех, для кого это актуально. Опять же, вопросы генетики. То есть если есть какие-то там генетические нарушения, особенно для тех, кто готовится к вопросам деторождения, то есть попытаться здесь это каким-то образом снивелировать или, насколько это возможно, устранить. Дальше. Это вопросы и решения наследственных заболеваний. Опять же, у кого сильно падает зрение, эта ситуация вас может беспокоить, и в рамках этого месяца вы будете уделять ей максимум внимания. Почему конкретно вопросы фертильности? Потому что, как вы видите, здесь идет женская энергетика инь, то есть вопросы рода. Опять же, наследственные какие-то эзотерические способности от женщин рода, которые могут вас беспокоить, мучить, не давать вам покоя, потому что, говорю, будут проситься наружу. Ну, не знаю, там вещи сны, ясновидение, яснослышание, прочие какие-то нюансы. И для многих здесь еще решать вопросы именно женской энергетикой, то есть ее развивать, раскручивать для женщин, а для мужчин в чем-то подавлять свою привязанность к матери, к женщинам и подавлять вопросы женских вибраций в себе. Потому что все мы биполярны. У каждого из нас есть и мужское, и женское начало, у кого-то оно более выражено, у кого-то менее выражено. Но вот у мужчин, у которых преобладает женская энергетика, это, знаете, как скорректировать этот момент. То есть в какой-то степени немножко ее подавить. Поэтому вот такой период. Вот такая у вас здесь будет цепочка событий. Конечно же, я вам все закрою положительными, позитивными арканами. Вам только движение вперед, радости, комфорта и гармонии. Пусть в вашей жизни все непременно получается. Благодарю также каждого из вас за лайки, комментарии, донаты. Подписывайтесь на канал, и вы обязательно будете в курсе всех последних видео и актуальных новостей, информации в мире эзотерики. Я вас благодарю за просмотр, за то, что остаетесь со мной, и до новых встреч!